Привет, друзья! Зимние морозные вечера не отступают, а это значит, что хочется теплой еды. И сегодня мы приготовим замечательный гуляш. К тому же у меня отличный кусок говядины. Но прежде чем мы начнем, хотел бы порекомендовать вам своих друзей Ем Полезные, которые многим из вас уже давно известны. Ем Полезные производят полезные и вкусные сладости, такие как фруктовые пастила, чипсы из фруктов и ягод и шоколад без белого сахара. Если нужно добавить сладкого вкуса, они используют сироп топинамбура, который является натуральным и полезным подсластителем. В их ассортименте вы найдете большое количество наборов на любой бюджет и вкус. От небольших знаков внимания, которые станут отличным подарком для ваших коллег на работе, до хороших полноценных наборов для ваших родных и близких. А если при заказе вы скажете, что вы пришли от Тихона, то получите дополнительный приятный подарок. Не теряйте времени, переходите по ссылочке в описании, заказывайте подарки, радуйте своих близких полезными и вкусными сладостями. А еще мы тут с Анжеликой подумали, что нам все равно это все не съесть в ближайшее время, поэтому один набор мы разыграем у нас в Инстаграме. Переходите в него и участвуйте в розыгрыше приятных сладких призов. Мы вас ждем. Первым делом мы поставим вариться картофель и приготовим из него отличный гарнир. Его нужно просто немножко посолить и отправляем его вариться. А пока займемся подготовкой мяса. Его нужно нарезать. Отличный здоровый кусок говядины. Нарезаем мясо вот такими брусочками. Так как мясо будет длительное время тушиться, нет никакой необходимости зачищать его от пленок. Все растушится и даст дополнительный аромат нашему гуляшу. Шикарно. Много мяса. Это всегда хорошо. Теперь его нужно обжарить. Обжаривать мы его будем частями. И для большего аромата я буду использовать смесь растительного масла и копченого сала. У меня есть небольшие кусочки. Шкурку мы убираем. А само сало нарежем кусочками. И небольшое количество растительного масла. И дадим салу хорошенько растопиться. Если не хотите использовать сало, используйте просто растительное масло. Как только жир разогрелся, партиями отправляем обжариваться говядину. Обжариваем говядину на максимальном огне, чтобы придать ей аппетитную золотистую корочку. Супер! Мясо выглядит уже аппетитно. И пока он дожаривается, перейдем к нарезке лука. Нам его нужно примерно полкило. Нарежу полукольцами. И вынимаем последнюю партию мяса. Добавляем в казан растительное масло и отправляем обжариваться репчатый лук. И пока лук обжаривается, нарежем сладкий перец. У меня сегодня вот такие мелкие красавчики. Можно нарезать крупными кусками. И отправляем к луку. А чтобы получилось еще более ароматно, отправим туда пару зубчиков чеснока. Крупно порубим. Чтобы овощи лучше отдавали свой аромат, сразу добавим небольшое количество сахара и соли. Немного посолить и немного сахарного песка. А для того, чтобы во время тушения наш соус становился гуще и ароматнее, добавим 1 столовую ложку пшеничной муки. Вот так, с горкой.
И, конечно же, не менее важный ингредиент для гуляша – это томаты или томатная паста. Пара хороших столовых ложек. Буквально минуту протушить овощи с томатной пастой, и можно добавлять туда наше мясо и все хорошенько перемешать. И теперь, чтобы наше мясо и овощи стали максимально нежными и мягкими, их нужно долго тушить в жидкости. Для этого я буду использовать темное пиво. Если вы не хотите его использовать, можете использовать говяжий бульон или просто воду. Доводим гуляш до кипения, закрываем крышкой и на медленном огне будем тушить не меньше 1,5 часа. После этого добавим специи. Нам остается ждать. Отлично, вы посмотрите, какой гуляш. Ну, просто мега нежное мясо. Осталось довести его до вкуса с солью, перцем и пряностями. И главная пряность в этом рецепте – это тмин. Он отлично украшает вкус мяса. Немного посолить. Черный молотый перец. Немного сушеного чеснока. И паприка. И все хорошенько перемешать. Закрываем крышкой и оставляем еще на 10 минут. А пока приготовим гарнир. Приготовим хорошее картофельное пюре. Добавляем сливочное масло картошки и разминаем толкушкой. И немного молока. Немного досолить. И еще раз хорошенько перемешать. Давайте пробовать, друзья. Идеально.